Пляж – это место, где многие любят проводить время, особенно в теплый и солнечный день. Там можно забыть о всех заботах и проблемах. Но иногда все идет не так, как мы хотим. Я покажу вам в этом видео страшную находку на пляже во время семейной прогулки. Также вы увидите, как 300 человек спасали целые сутки одно огромное млекопитающее. Ну и в завершении милота дня. Эта кошка не подчиняется общепринятым правилам и стереотипам кошачьего поведения, так как она необычайно любит принимать водные процедуры. И если бы эти невероятные события не были запечатлены на видео, никто бы не поверил, что такое может случиться. Начать хочется с видео о силе и красоте природы. Перед вами облепленная морскими уточками коряга, которая была вынесена волнами на побережье. Она создает волнующее ощущение красоты и загадочности. Это просто невероятно! Как же она там оказалась? Белые перья уточек контрастируют с карих-черными оттенками коряги, создавая впечатляющий визуальный эффект. Коряга выглядит так, словно она охраняет морскую территорию, служит приютом для различных морских обитателей. Для успешного прикрепления к поверхности уточка выделяет специальное вещество, которое обладает более сильным клеящим эффектом, чем любой синтетический клей. Ученые провели детальное исследование процесса приклеивания и выяснили, что биоклей, выделяемый морскими уточками, состоит из двух различных компонентов. Первый компонент отталкивает воду от поверхности, к которой прикрепляется уточка, а второй компонент обеспечивает прочное прикрепление к поверхности. Когда я спокойно смотрю на эту магическую картину, меня охватывает ощущение чего-то высшего, некого необъяснимого прекрасного. В такие моменты природа оживает и зовет нас к себе, позволяя забыть обо всех заботах и проблемах мира. Такой пейзаж вызывает во мне смешанные эмоции. С одной стороны, он напоминает о смертной хрупкости природного мира, который защищает и оберегает своих обитателей. С другой стороны, он является великолепной иллюстрацией самобытности и красоты. И я восхищаюсь этой стихией, которая создала такое уникальное и незабываемое шоу на побережье. Следующее видео посвящено находке мамы и сына на пляже в Новой Гвинее. Пейзаж наполнился невероятной смесью ужаса, удивления и мощи природы. Мать и сын остановились, не веря своим глазам. Туша морского крокодила лежала на пляже, словно огромное предупреждение о силе и величии этих существ. У морского крокодила была гигантская челюсть с острыми зубами, которая вызывала трепетное чувство у стоящих рядом. Его кожа была грубой и чешуйчатой, словно броня, олицетворяющая его стойкость и выносливость в борьбе за выживание. Ребенок не мог поверить, что что-то такое может существовать в реальности. Он хотел изучить это морское чудовище поближе. Матери приходилось бороться с множеством эмоций. С одной стороны, она была озабочена за безопасность своего ребенка. С другой стороны, она чувствовала трепетный восторг перед этой необычайной находкой. Этот пляж стал местом, в котором слились ужас и восторг, страх и уважение перед миром природы. Мать и сын передвигались вокруг туши морского крокодила, изучая каждый миллиметр его огромного тела. Разные мысли и чувства переплетались у них в голове. Это впечатляющее зрелище и напоминание о том, что наш мир полон тайн и загадок, которые только ждут, чтобы быть разгаданными. А вот вам мистические фото с пляжа. С 2007 года начали поступать сообщения из района моря Селиш о необычных находках. Обуви с останками человеческих ступней внутри. С этой даты море Селиш стало местом загадочных и ужасающих находок. Это вызвало шок и тревогу среди местных жителей и стало объектом интереса для властей и следственных органов. Каждая новая находка только усиливала тревогу и вызывала вопросы. Откуда и почему появляются эти странные предметы и что они символизируют? Различные теории возникали, но ответы так и оставались тайной. Жители прошли через эту эмоциональную атаку страха и ужаса. Вспоминая каждый случай сверхъестественного явления, холодок по коже бежит вдоль позвоночника.
Говорят, что во всем этом зловещем присутствует какая-то сверхъестественная сила или существо, которое отправляет эти предметы на берег. Отождествляя обувь со ступнями людей, оно, возможно, хочет напомнить о своем существовании, предупредить нас о потенциальной опасности. Поиски источника человеческих останков, обнаруженных в море Селиш, оказались очень сложными из-за возможности перемещения плавучих предметов на большие расстояния морскими течениями. Кроме того, при оптимальных условиях человеческие останки могут сохраняться в воде до 30 лет в виде жира воска, что еще больше затрудняет их идентификацию. Канадский писатель Шейн Ламберт высказал предположение, что неопознанные ступни могли принадлежать жертвам цунами в Индийском океане в декабре 2004 года. Он указывает на сильные северо-восточные течения из Индийского океана в Тихий в то время, а также на то, что обувь большинства жертв была произведена в 2004 году или ранее и продавалась в основном в странах Азии. Также возможно, что они стали жертвами преступного умысла, хотя на ступнях не было обнаружено явных признаков насилия. Страх и тревога окутывают море Селиш. Загадка предметов обуви с человеческими ступнями остается неразгаданной и навсегда останется частью тайн этого загадочного моря. А вот вам видео о истории спасения детеныша горбатого кита на пляже Рио-де-Жанейро. Оно вызвало целую волну эмоций и восхищения. Более 300 человек смогли объединить усилия, чтобы помочь этому беззащитному существу, застрявшему на береге. Это событие сразу привлекло внимание многих людей, которые оставили все свои дела и прибежали, чтобы помочь детенышу кита. Волонтеры, местные жители и спасатели сразу же принялись за работу, основываясь на своем опыте и знаниях. Сотрудничество и слаженность действий различных групп людей оказались неоценимым фактором для спасения маленького горбатого кита. Они работали вместе, следовали инструкциям специалистов и использовали все доступные им инструменты, чтобы спасти животное. Много усилий и времени понадобилось для того, чтобы помочь млекопитающему, но, наконец, наступил момент победы, когда он был успешно выпущен обратно в свой родной океан. Весь пляж и окружающие аплодировали, испытывая огромное облегчение и радость. Эта история стала символом надежды и солидарности, подчеркивающей важность сохранения и охраны морской фауны и ее среды обитания. Она также показала, что объединенные усилия могут добиться великих результатов и оказать помощь даже самым огромным существам. Спасение детеныша горбатого кита на пляже Рио-де-Жанейро стало незабываемым событием, которое обогатило сердца многих людей. Это подтвердило нашу способность к состраданию и прекрасным человеческим качествам, таким как милосердие и бескорыстная помощь. А это видео, которое запечатлело спасение кенгуру на пляже, стало вирусным и вызвало огромный интерес у людей со всего мира. Ситуация оказалась необычной и загадочной. Как кенгуру попала на пляж? По видео можно предположить, что кенгуру просто заблудилась и оказалась там случайно. Животное могло быть испуганным или усталым после долгой дороги. Возможно, в поисках пищи или воды оно забрело на неподходящую территорию. Как правило, кенгуру обитает в лесистых районах и на открытых полях. Их основным местом обитания являются травянистые зоны. Однако встречи с людьми или в более урбанизированных местах не исключены. Особенно если присутствует доступ к пище или воде. Многие факторы могут повлиять на появление кенгуру на пляже. Это может быть изменение климата, нарушение природных барьеров или воздействие человека на окружающую среду. Независимо от того, как кенгуру попала на пляж, главное, что посетители нашли возможность спасения и приняли молниеносные и скоординированные действия, чтобы помочь животному. Они оставили безопасное пространство вокруг кенгуру и предприняли все необходимые шаги для спасения животного. Возможно, они вызвали профессионалов, таких как службу спасения животных или местные организации защиты животных, чтобы получить дополнительную помощь и советы по поведению. Такое видео напоминает о важности солидарности и сострадания, когда речь идет о помощи животным. Оно также подчеркивает значимость усилий людей при восстановлении воображаемых границ и взаимодействию с дикой природой в окружающей среде. Возвратимся к многогранности природных явлений, одним из которых являются валуны Муэраки.
Это небольшие скульптурные объекты, созданные в Новой Зеландии в районе одноименной бухты. Они являются одной из туристических достопримечательностей этого района и привлекают внимание своей уникальной формой и расположением. Валуны Муираки представляют собой большие круглые гладкие камни, которые выступают вдоль побережья бухты. Они имеют сферическую или овальную форму и достигают впечатляющих размеров. Большинство из них имеют диаметр от нескольких сантиметров до метра, но есть и предметы гигантских размеров. Интересно то, что валуны Муираки образуются в результате естественных процессов, а именно вследствие накопления или многолетнего нанесения отложений минералов и вулканической лавы под давлением. Такая консолидация и эрозионная обработка с годами придают им тщательно отшлифованную и гладкую форму. У древних маори существуют легенды, связанные с возникновением этих валунов. Одна из таких легенд гласит, что камни являются останками одной из больших каноэ. Окаменелости привлекают туристов своей загадочной и древней атмосферой. Они являются великолепными объектами для фотографий. Их форма и размеры вызывают удивление и восторг. Бухта Муираки также известна своим обилием дикой природы, так что прогулка по побережью, наслаждаясь видом на валуны и океан, станет незабываемым приключением. Ну а теперь минутка юмора для разнообразия. На пляже в Америке произошел необычный инцидент. Группа молодых людей, которые отдыхали на берегу, решили пошутить над чайками. Они подошли к стайке птиц и накормили их слабительным. Конечно, они не ожидали такого эффекта, но вскоре стая чаек начала проявлять странные признаки. Местные жители и туристы были в шоке от происходящего. В итоге все закончилось хорошо, но этот случай напомнил всем, что шутки могут иметь непредсказуемые последствия. Надеемся, что подобные инциденты больше не повторятся, и люди будут более ответственно относиться к животным, даже если это всего лишь чайки на пляже. Рассказывая об объектах, которые можно встретить на пляже, нельзя не поведать об этом человеке. Он смог превратить детскую забаву в бизнес. Знакомьтесь, Мет Лонг. Это талантливый художник-скульптор, известный своими впечатляющими работами, созданными из песка. Он является одним из видных представителей искусства песочной скульптуры, и каждое его творение – это настоящее произведение искусства. Мет Лонг использует различные инструменты и техники для создания своих скульптур. Он иногда выбирает тематику из природы, делая животных, деревья, цветы, а иногда создает абстрактные формы и фигуры. Его работы поражают своей детализацией, мастерством и красотой. Он обычно работает на пляжах или специальных площадках, используя песок и воду для создания своих скульптур. Эти временные скульптуры из песка вызывают восторг у зрителей. Они уникальны и привлекают внимание своей кратковременностью, так как через несколько дней или недель работы разрушаются приливом или погодными условиями. Однако это воспринимается художником как часть процесса, и его работа остается в памяти зрителей и навсегда сохраняется на фотографиях и видеозаписях. Мет Лонг продолжает вдохновлять многих людей своим искусством и ценит скромность своих произведений. Его работы провоцируют размышления о временности и уникальности каждого мгновения в нашей жизни. Ну и добрались до милоты. Принято считать, что кошки – это неприступные и независимые создания, которые предпочитают сухие места и не проявляют особой любви к воде. Но, как всегда, есть исключения из правил, и одним из них является австралийская кошечка с мужским именем Натан. Эта маленькая и миленькая кошка не только не боится воды, но и наслаждается ею как настоящий водолаз. Пользователи из разных уголков планеты восхищаются этой кошкой в Инстаграм. Натан попала в семью Мелиссы и Райана, когда ей было всего 11 месяцев. Они нашли ее на улице и решили взять с собой домой. Но когда пара решила провести выходной на пляже, они были приятно удивлены поведением своей кошечки. Вместо того, чтобы бояться воды, Натан с радостью бегала по песку и даже пробовала покупаться в море. Это было настоящим открытием для хозяев, которые раньше не представляли, что кошки могут любить воду.
Натан стала для них настоящим героем, который разрушил стереотипы о кошках и показал, что у каждого животного есть свои индивидуальные предпочтения и характер. Теперь Натан стала постоянным спутником своих хозяев на пляже. Она с удовольствием бегает по волнам и ловит рыбок, а ее хозяева с гордостью рассказывают всем о своей уникальной кошке. Ведь Натан – это не просто кошка, а настоящий герой, который показал, что даже самые необычные и неожиданные вещи могут стать частью нашей жизни. Все эти необычные моменты, происходящие на пляжах, демонстрируют нам, что мир животного и человеческого является поистине удивительным и непредсказуемым. Каждый день на пляжах мира происходит что-то новое и удивительное, разрушая все наши стереотипы. Итак, в следующий раз, когда вы окажетесь на пляже, обратите внимание на все вокруг. Возможно, вам удастся встретить там еще одну историю о необычном существе. Кто знает, что ждет вас на этих песчаных просторах. Если вы открыты и готовы к приключениям, то каждая следующая поездка на пляж превратится в настоящий сюрприз. Жизнь полна загадок, и пляжи остаются одним из мест, где они раскрываются перед нами.